Добрый день, дорогие друзья. Поздно уступили мне место, и поэтому начинаю снимать с фланкера. Привет вам из зимнего Кишинева. Едем в область Букурии за кофе в зернах, туда в кофе. Не кофе хаус, луксури кофе. Магазин, который по диагонали от Букурии. И там тоже вам поснимаю по возможности. Хотя холодно. Ну, сегодня не так холодно. Только где-то в тени -2, на солнце теплее, около 0. Нормалек, короче. Это не тот мороз, которого надо бояться. Да, тем более мы пребываем в социальной среде при наличии инфраструктуры. Вообще ныть нечего. И вообще на погоду ныть не надо, потому что погоду дает Господь, вы не можете ее изменить, вы только можете подстроиться под нее, одеться теплее или раздеться летом, намочиться холодной водой летом, когда жарко, зимой одеться по возможности потеплее, у кого есть, у кого нету, пускай ищет возможности или сидит дома. Да, мы спускаемся по улице Чернышевского, бывшей ныне Иван Клянга. Вот тут видите, Дент, да, там раньше было такое уютное кафе. Вообще никогда не было посетителей, такая зелень, изгородь и зелень, вообще полная лафа. Здесь когда-то была химчистка, кто помнит, потом китайские магазины, маленький магазин продуктовый. Мы тут пили пиво стоя, вот прямо здесь, вот в этом домике, в первом или во втором, я вот не помню точно. Мы работали на Белинского, посередине Белинского, там в частном доме. И после работы заходили сюда. Потом тут еще, не доезжая Няги, вот сейчас вы видите с левой стороны, вот где-то здесь тоже была кафешка, тут в советское время. Я попробовал первый жульен. Вот где-то здесь, где красная крыша, вот рядом с Линеллой, где-то вот здесь было кафе. Кафешечка такая. Мы сюда еще ходили с моей будущей женой и с моим покойным старшим другом Леонардом Акуловым, фотографом, да. Улица Няги и 7-я поликлиника. Сейчас все бывшее, приходится говорить бывшие люди, когда мне пишут, говорят, мы не узнаем-то. Я сам не узнаю, но я хоть пребываю в этой локации, как-то поле зрения шире, поэтому я говорю, давайте соберем на камеру 360, но никто не просыпается, все мне пишут хвалебные комментарии, они тоже важны, знаете, но только лишь одна морально-хвалебная поддержка не продвинет наш канал, потому что он требует материальных затрат. Камера со своим этим аккумулятором несменным подходит к концу аккумулятор, ну и многое другое. Надо идти в ногу со временем, микрофоны нужны внешние, другие. Техника нужна мощная, чтобы обрабатывать видео 4К, ну и многое другое. Телефон для коммуникации мощный. Как вы думали, на коленке ничего не сделаешь без инструмента. Да. Вот пересекаем улицу Кока, и здесь с левой стороны сейчас будет моя любимая новая почта, куда китайский трудолюбивый народ высылает подарки нам, ну не только мне, но и другим людям с Алиэкспресс, с Тему. Я вот освоил Тему, сайт очень прикольный. Там не все товары, как на Алиэкспресс, но есть одинаковые позиции на порядок дешевле. На порядок дешевле. К примеру, моя точилка для ножей такая, ну как она считается, типа профессиональной, там выдерживается угол постоянный. Очень интересная вещь. Я, как бывший резчик по дереву, имел дело с ножами, люблю точить ножи, ножницы, и поэтому взял себе ее, ну как больше как хобби, я же не буду с ней зарабатывать, ну пососить там, пососить, объединил слово точить и соседи пососить, поточить там ножи или ножницы соседям, соседкам, соседям, совсем не западло. О, как по всей красе. Завод Топаз.
Я сейчас читал, сколько у нас было заводов у нас вообще в Союзе. Это все было офигенное производство с высокой добавочной стоимостью. Именно то, что приносит деньги, то, что делает страну крепкой и независимой. И когда вам говорят ВВП, не обращайте на это внимание, просто задумайтесь, что такое ВВП. А ВВП – это внутренний валовый продукт, исчисляемый в каких-то суммах, да, или рейтинге. Так вот, внутренний валовый, это валом, это все без разбора, все денежные движения фиксируются на ВВП, да. Вы купили кофе, сходили в туалет, пошли, отоварились в магазине, это все ВВП. Но настоящее производство – это то, которое что-то делает, а не сфера услуг или барыжная перепродажа. Вот это, знаете, когда в магазине, магазин-то берет на складе, а склад берет на другом складе и отдает это на оптовую базу. Магазиньеры идут, отовариваются на оптовой базе, или логистика, доставка доставляет им. Вот зарплата доставщика, бензин на доставку, маркетологи, мерчендайзеры, которые раскладывают товары, они тоже получают зарплату, это тоже ВВП. Хотя они бесполезны. Вам, конечному покупателю, абсолютно до сраки, как расположены товары. А это важно для тех, кто продает, чтобы больше продать, больше набить свою утробу, свой карман. А вам пофиг, вам нужен хлеб или колбаса качественные. А нет, там сидят умные люди и, в кавычках, и раскладывают товар таким образом, чтобы вы купили не только то, что надо, но то, что и не надо. Чтобы увеличить их маржу. Маржа – это навар на жаргоне экономическом. Вот и вся любовь. Все очень тихо и просто делается. И вот это вот такая у меня лекция про ВВП по дороге на Букурию. Так что когда вам дурманят мозги, сыпят вам макароны на уши про ВВП, не обращайте на это внимания, потому что самое главное – это уровень жизни, а еще важнее – уровень счастья, о котором никто не говорит. Все говорят вам ВВП, ММП, короче, всякую туфту, инвестиции. Я вам еще потом расскажу про инвестиции. Кто что и зачем делает, кто может и с какой целью это делается. Так, и куда делается, в какую сторону, влево, вправо, вперед или назад. Как правило, инвестиции выгодны только для тех, кто инвестирует, но не для всех остальных. Вот улица Митрополит до Софтей и следующая Фрунзе. Нам пора зачехлять камеру, потому что надо выходить, чтобы я потом не поломал ее случайно, когда буду выходить. Ну вот тут мы с вами попрощаемся. Вот там кофе, Лукс кафе, куда мы должны попасть, Букурия. И потом Франзелуце, конечно, купить черного хлеба. До новых встреч, дорогие друзья. До новых встреч. Желаю вам добра, любви, счастья и радости в жизни. И вот напоследок сравните старинку. Это стиль такой легкий ампир. И рядом это бежит, видите, аж это стойка окна мешает охватить взглядом эту громилу. Она очень высокая, несуразная. Но она еще не такая высокая. Всего-навсего каких-то 9 этажей. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Да, 9 этажей. Так, сейчас загорится зеленый свет. Мы поедем и пора зачехляться. Пока. Магазин Букурия. Расцвет сладостей, сладкое счастье. Такой красивый большой магазин. Видите, фирменный знак Букурия. Артек. Для тех, кто был в Артеке, скидки говорят. Ага, вот мы взяли зефир. Самый лучший зефир — это молдавский. Украинский он, я пробовал, сравнивал прямо на лету. И вот этот вечерний кишанев большой. Один, да. Надо отправить
подарки на Украину родителям и моему другу Толику. Вот такой вот красивый магазин и офигенская коробка. Вот там, правда, дорогая, 3 железная коробка. Вон там, видите, вон. Сейчас спросим, почем она стоит, сколько. Сейчас. Цветник такой. Вот еще возьму. Большой нету, маленькой. А с витрины нельзя снять большую? С витрины нельзя снять большую? Там пустой. Ну, как жалко мне на подарок в Украину. Вы знаете, там большой меньше граммов, чем здесь. Ну, хорошо, оставьте. И дайте, пожалуйста, вот этих, я вспомнил, батончики зеленые и коричневые, вон те. Вот. Почем килограмм? 100 лей, да? Ставьте зеленые, они все в одну цену, да? Вот, давайте ставьте, да. По хорошее жмение такой. А я посмотрю, сколько мне мама очень их любит. И еще. Ага. О. И еще поставьте. Сколько? Килограмм есть или нету? Есть. Есть, да? Хорошо. Сколько там получается? Вот этих. Грамм? Да. Килограмм ровно. Килограмм, да? Ну, хорошо. Все, спасибо вам большое. Ключик, да? За деньги, да? Да. Спасибо. Это сладкое слово букурия.